Если у вас украдут телефон на улице, то полиция его искать не будет. Но на светофоре, как китайский турист, не постоишь и не пофоткаешь здесь. А если кто-то крадет, то это обычно иммигранты делают. Местные вообще никогда ничего не берут чужого. Да, еще, друзья, вот такие вот граффити нарисованы. И вот этот вот поросенок мне не дает покоя. Аргентинцы вообще не курящая нация. Вообще, я ни одного не видел человека, который бы курил в Аргентине. Я же говорю, они максимально на нас похожи. Посмотрите, рисунки. Ну, это чистая Россия. Вот это классика. Вот примерно так и выглядят все частные дома. Всегда целится в ту сторону. No así, ni así. Ay. Like 50 cent. Like 50. No, no. Your gun is still like this. You have to Relax. 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 Just hold it, but don't. Ответьте мне на вопрос. Если я вас спрошу, что вы думаете об идее переезда в Латинскую Америку, вы с большей долей вероятности ответите, что это небезопасные страны, что там один криминал, наркотики и бог знает что еще. Стереотипы и боязнь чего-то нового порой не позволяют нам побывать в очень интересных местах и заглянуть за гранью стереотипного мышления. Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как на самом деле обстоят дела с криминалом здесь, в Аргентине. Безопасно ли ходить по улицам? Можно ли здесь приобрести огнестрельное оружие для самообороны? И как полиция борется с криминальной ситуацией в Аргентине? Привет! Меня зовут Максим. Для того, чтобы разобраться, насколько же Аргентина безопасная страна, то как минимум стоит сравнить уровень преступности с другими странами. Вот, к примеру, статистика за 2019 год по странам Латинской Америки. Венесуэла лидер по количеству преступлений на 100 тысяч жителей, аж 56,3 убийства. Аргентина занимает предпоследнее место с результатом 5,2 убийства, уступая только Чили. А в Европе ситуация заметно лучше. Одно убийство на 100 тысяч жителей. Эта статистика дает общее понимание, какая ситуация с преступностью в разных странах. Вот еще данные, которые я нашел на Википедии. Там есть статистика за 2020 год, где Аргентина уже имеет показатель 4,6 и даже обгоняет Россию с показателем 5,0. Сухие цифры, да, но дальше я вам расскажу свой личный опыт о том, как я вижу ситуацию с безопасностью в Аргентине. Ну а пока я вас попрошу поставить под этим роликом лайк и подписаться на мой канал. Ваши лайки помогают создавать новые и интересные ролики. Поддержите меня, спасибо. Теперь перейдем от сухих цифр до реальных фактов и мнений иммигрантов. Когда я вот только приехал в Аргентину, я сразу обратил внимание на некую напряженность людей в плане своих личных вещей. Люди одевали рюкзаки как бы спереди, представляете? Многие прям сильно сжимали свои сумки, и это чувствовалось со стороны. На фоне всего этого ты невольно начинаешь делать то же самое. Это чисто стадный инстинкт. Тем более перед тем, как поехать в Латинскую Америку, я насмотрелся много всего об этой стране, о криминале и в том числе. И, конечно, я чувствовал максимальное напряжение, когда доставал телефон на улице или просто считал деньги в кошельке. Видео у нас про безопасность, про то, как не надо держать телефон на расстоянии вытянутой руки, потому что могут его отобрать. Но вот что поменялось спустя 6 месяцев. Скажу так, напряжение очень ослабло, я его практически не испытываю. Единственное, я просто привык перед тем, как достать телефон, несколько раз осмотреться вокруг себя и не стоять у дороги со своими устройствами. Эта привычка очень быстро запоминается здесь, и все. В остальном я не вижу никакой угрозы от местных. Даже если идут трое парней напротив меня и выглядят не очень опрятно, я вообще не боюсь. Максимально спокоен. И в тех районах, где я обычно бываю, я не испытываю более мыслей, что мне надо быть предельно собранным и сосредоточенным, просто живу и наслаждаюсь жизнью. Кто-то скажет, ты просто не попадал еще в такую ситуацию, то так бы ты по-другому рассказывал. Я не согласен. Все зависит от вас. Если минимизировать такой фактор, как неудача, и вы будете соблюдать определенный набор правил, а в это входит первое, не стоять в
телефоном у дороги. Второе. Не ходить в неблагоприятные районы одному. Третье. Не выходить ночью на улицу. Четвертое. Не искать приключений на свою жопу. То с огромной долей вероятности вы даже не заметите знаменитую латиноамериканскую преступность. Мое мнение вы послушали, но давайте послушаем мнение еще других иммигрантов. Всем привет! Меня зовут Марина. Наша семья проживает в Кордобе чуть более 9 месяцев. Если поделиться нашим опытом и нашими ощущениями по поводу безопасности в данной стране и в текущем городе, могу сказать следующее. Наша семья не сталкивалась ни с какими сложностями или грабежом, связанным с безопасностью в городе Кордоба. Мы знаем, что есть районы опасные, есть безопасные. В опасные мы стараемся не ходить. Но не всегда знаем, какие опасные, какие нет. Не всегда получается ориентироваться. Поэтому наш опыт следующий. Сами аргентинцы помогают нам ориентироваться в районах. Мы на данный момент живем в безопасном районе. Нас никто не обижал, за что вам, уважаемые дорогие аргентинцы, большое спасибо. En realidad acá en Argentina, como calculo que en cualquier parte de Latinoamérica, hay que tener un montón de ojo y de cuidado con tus cosas, con tus pertenencias. No es como que podés descuidarlas. Si bien obviamente en Argentina, dependiendo de la zona a donde vayas, puede ser mejor o peor, en general es una situación bastante general. Hay, obviamente, entre más campo te vayas, más tranquilo es, pero sí, igual no zafás de situaciones, o sea, siempre tenés que ir con cuidado, atento a tus cosas. Muchos andamos, por ejemplo, con la mochila o con la cartera delante, porque no puedes descuidar tus cosas. Макс, привет! Вот и я тоже в Аргентине. С радостью поделюсь своим опытом здесь нахождения и правил безопасности, которые я для себя вывела. Правило номер раз – это не привлекать к себе внимание. То есть все свои брендовые сумочки я сразу же оставила в России. Я приехала в Буэнос-Айрес и сняла с себя все золото, оставила только себе серебряные гвоздики. Взяла себе сумку на толстой лямке, скажу, вот такая вот сумка через плечо, обязательно на широкой лямке. И первые дни я ее вообще носила под рубашкой. То есть я надевала футболку, сумку и сверху рубашку, чтобы ее вообще не видно было. А относительно денег, документов, телефона, документы лишний раз с собой не таскаю, если они мне не понадобятся в поездке. Денег только столько, сколько мне нужно сегодня, вот сейчас потратить, если зачем-то я пошла. И телефоном вообще не светить. Город безумно красивый, хочется фотографировать на каждом углу, но на светофоре, как китайский турист, не постоишь и не пофоткаешься. Привет, Максим! Про безопасность в Аргентине сказано очень много, так что позволь и мне вставить свои 5 копеек. Начитавшись рассказов наших соотечественников о том, как тут в Аргентине плохо с безопасностью, я решил заранее принять меры предосторожности, чтобы не попадать в такие ситуации. И если твои зрители такие же переживательные, как и я, то пусть просто следуют моему примеру, а именно пусть они не снимают квартиру в плохих районах, снимают квартиру только в нормальных районах. Пусть они не светят роскошью на улицах. Поверьте, друзья, аргентинцам не обязательно знать, какой у вас последний iPhone или сколько золотых цепочек вы имеете. Ну и самое главное, пусть они думают о том, с кем они общаются и что кому говорят. Мои первые 6 месяцев в Аргентине прошли очень классно и безопасно, без единого происшествия. Надеюсь, так и будет дальше продолжаться. Окей, спасибо, ребята. А давайте все подкрепим тем, что я прогуляюсь по разным районам Кордовы, чтобы показать вам наглядно обстановку в городе. Вышел показать вам свой райончик. Видео у нас про безопасность, про то, как не надо держать телефон на расстоянии вытянутой руки, потому что могут его отобрать. В общем-то, район, в котором я живу, называется Генерал Пас. Здесь достаточно спокойно и тихо. Пройдемся немножко по району, я вам покажу его и посмотрим вообще, насколько улицы безопасны, насколько есть какая-то напряженность на улицах. Вот эта знаменитая латиноамериканская преступность. Сейчас мы ее поищем, посмотрим. Может быть, найдем, а может быть, не найдем. Но я вам в любом случае все покажу.
Так, ну в целом вы можете видеть, что достаточно дружелюбный район. Я не заметил каких-то подозрительных личностей, но даже если они есть, в целом просто надо быть аккуратнее со своими вещами личными. И в целом здесь очень даже безопасно. Ну что, погнали дальше, посмотрим, что у нас в других районах. Может быть, там найдем эту преступность. Вот мы приехали в центр. Район называется Нуэва Кордова. В общем-то, здесь максимально оживленные улицы, много машин. Сейчас я вам покажу разные улицы, разные районы. Вот. На самом деле я смотрю так на местных, они все ходят с телефонами, даже никто не оборачивается, то есть они все залипают в телефонах. Я такое, кстати, в Азии видел, когда жил в Корее, там вообще, то есть там преступности в плане воровства просто нету, их не бывает, 0 случаев за год, чтобы кто-то что-то украл. А если кто-то крадет, то это обычно иммигранты делают, местные вообще никогда ничего не берут чужого. Вот, а здесь, чувствуется в центре тоже люди как-то в плане телефонов, как-то они спокойно к этому относятся, идут, залипают, вот. Смотрите, друзья, сколько всякого бухлишка, винишка. Смотрите, какие классные наборчики. Жалко, что я практически не пью. Практически. Крепко не пью. Видите, как много на улице машин вообще. Целый затор из машин. Ребятки сидят, отдыхают, общаются. Здесь такой расслабон. Латинская Америка, она вот вся такая. Вот, кстати, сейчас на главную улицу выходим. Так сказать, не самая главная, но широкая улица. Вот. Вот такие вот красивые здания. Кстати, здания вообще все разные. Вы не найдете в Аргентине два одинаковых здания. Они все строят абсолютно по-разному. Мне это, кстати, очень нравится здесь. Нравятся мне вообще широкие вот эти вот улицы. Нравится, что машины все в одну сторону ездят. Светофоры, как в Америке, висят вот прям над дорогой. Удобно. Вот. Полицейская машина. Федерал Полис. Кстати, про полицию я вам чуть дальше расскажу, чем отличается Федерал Полис от обычной полиции провинциальной, какие у них полномочия. Вот это, друзья мои, буквально такой самый-самый сок, самое оживленное место, потому что здесь у нас находится университет, и здесь просто туча студентов, много студентов. Вечером вообще, чтобы вы понимали, вечернее время, ты когда проезжаешь здесь вот по этой кольцевой, тут вот, видите, люди сидят, и вот, вот нету пустого места. Здесь все в студентах, в молодежи, они сидят, пьют мате и кайфуют от жизни. В общем-то, они не напрягаются, в принципе. Нуэва Кордова просто достаточно большой район, вот, и здесь очень много разных улиц маленьких. Но вот это тоже очень оживленная, несмотря на то, что она достаточно узкая, тут всего 2 полосы, и велосипедная дорожка. Вот они так двигаются, потому что они медленные. Нет, они просто никуда не торопятся, наслаждаются жизнью. Сейчас 12 часов 11 минут, будни, то есть, по идее, там может быть перерыв какой-то обеденный, но все равно на улице очень много народу. Через час, по-моему, начинается сиеста. Кто не знает, сиеста — это вот в Латинской Америке, в Испании, это, грубо говоря, перерыв в течение дня. У них там часа на 3, на 4 перерыв. Мне чертовски нравится в центре гулять, но жить бы я здесь не хотел. Слишком много шума, дороги, слишком оживленно. Вечером все тусуются, музыку слушают громко. Да, еще, друзья, вот такие вот граффити нарисованы. И вот этот вот поросенок мне не дает покоя. Что он значит? Ребята, знающие, напишите в комментариях. Я этого поросенка по всему городу вижу, и там разные надписи. Какая-то движуха с ним очевидная. Что ж, давайте дальше смотреть, что у нас тут интересного есть в Кордове.
центре гуляем. Видите, какая красота. Вообще. Много всяких улочек, кафешек повсюду, магазинчиков. Невозможно проходить мимо. Как видите, друзья, в целом никаких опасностей нету. Обычный город, обычная обстановка. Вот мы на северо-востоке Кордовы, райончик. Здесь меньше русских, конечно, селится. Возможно, здесь вообще никого из русских нету. Никто здесь особо не живет. Но вроде район тоже достаточно спокойный. Вот есть здесь велодорожка. Вот такая вот. Мы по ней сейчас идем. Вот. Сейчас раннее утро. И в целом смотришь на людей и понимаешь, что никакой опасности ты пока не чувствуешь. Даже учитывая, что я иду на вытянутой руке с телефоном, люди не особо обращают на тебя внимание. Просто идут, занимаются своими делами. Ну, кстати, не круто, что тут просто мусор разбросан. Смотрите. А вроде такая зона. Видите, но там чисто. Вот если посмотреть те же лавочки позади, то в целом чисто и красиво. Надо, конечно, в первую очередь опасаться мотоциклистов. Вот. Мотоциклисты более мобильные, то есть вы можете идти условно где-то вот по такой зоне, по которой иду я, они где-нибудь на дороге едут, они могут без проблем заехать на вот эту вот зеленую травянистую часть, выхватить у вас телефон и уехать. То есть вы их не догоните, ничего не сделаете. Так что просто будьте внимательны, если, например, тоже занимаетесь какими-то съемками на улице или просто ведете соцсети и постоянно записываете какие-нибудь сторисы, то да, будьте внимательны. Вот. Велосипедисты ездят. Хотел сразу же отметить, насколько спортивная нация. Тренажерных залов очень много, просто на каждом шагу. Также видно, что люди прям следят за своим здоровьем, за своей фигурой. Очень много людей бегает по утрам, также катаются на велосипедах. И это очень круто, потому что в Турции, например, я жил, там со спортом все печально. То есть максимально неспортивная нация. На каждом шагу пахнет табаком, все курят. Ну, собственно, такой менталитет, такие обычаи, традиции, вот не особо им интересно все это. Ну и сами вы можете посмотреть по результатам каких-либо соревнований. Хоть раз слышали про какого-то турецкого спортсмена? Вот и я не слышал. И еще хочу отметить, что аргентинцы вообще не курящая нация. Вообще, я ни одного не видел человека, который бы курил в Аргентине. Просто максимально не курящие. Мне кажется, здесь вообще бизнес по продаже сигарет абсолютно нерентабельный. Ну, это на мой взгляд, опять же, может быть, не сильно обращаю внимание, но это все равно заметно. Когда ты стоишь на остановке, то много людей курит обычно, либо где-то еще в каких-то местах, а здесь не попадаются на глаза, это круто. Из всех национальностей, народов, которые я встречал, мне кажется, аргентинцы максимально на нас похожи по совокупности каких-то факторов. Вот, например, даже, видите, детские площадки. И на детских площадках обязательно есть турник, брусья, ну, понятно, горки, качели есть. Это тоже все ясно, но турники, брусья — это какой-то вообще эксклюзив, и только в России встречался. До того момента, пока я сюда не приехал, мне казалось, что для многих стран
детская площадка это точно не турник и брусья, это что-то вот совсем такое, там, не знаю, детское, совсем какие-то, если тренажеры стоят, то они такие вот, больше для развлечения, чем для тренировок. А здесь все, в принципе, так же и похоже, как и у нас. Вот такие уже классические качели, как у нас во дворах. Вот, сейчас еще покажу вот такую вот, я не знаю, как она называется правильно. Ну, в общем, мы по таким штукам тоже лазили в детстве. Вот видите, вот. То есть на это вкладываются деньги. Я же говорю, они максимально на нас похожи. Посмотрите, рисунки. Ну, это чистая Россия. Вот смотрите, друзья, вот это вообще какие-то очень бюджетные дома. Видите, вот обычно у них невысокие какие-то частные дома. 1, максимум 2 этажа распространены. И, естественно, все за забором, за таким колючим. Многие прям такие колючки ставят, что на них даже больно смотреть. А здесь, ну, здесь еще более-менее, как бы просто забор, да. Я, кстати, видел некоторые здания, ну, частные дома, они, там подведена система электричества, подключено к ограждению. То есть, если, я так понимаю, люди там на ночь включают, и, ну, это серьезно, это прям говорит о том, что все-таки кража здесь очень частое и серьезное явление. Так, ну вот я решил такой более закрытую часть района зайти, вот прям закоулок какой-то. Посмотрим, здесь пройдемся, какая здесь обстановка. Тоже видите частный сектор, всякие здания. У кого-то забор стоит, у кого-то нет. То есть всякие там решетки. Это абсолютно обычная история здесь. Вот это классика. Вот примерно так и выглядят все частные дома. Максимально много решеток, невысокое здание, там где-то может быть 3-4 комнаты в доме. И совсем маленький такой участок, типа террас, ну как это сказать, типа террасы. Но обычно там делают какой-то у них лужайка какая-то, здесь вообще все типа просто плиткой выложено. Огнестрельное оружие в Аргентине ограничено и регулируется и контролируется органом АНМАК. Это, по сути, филиал Министерства юстиции по правам человека. Но чтобы вы могли использовать оружие, вам нужно достигнуть 21 года, пройти психологический тест, предоставить медицинскую справку, доказать, что у вас есть средства на существование, пройти курс безопасности. Что еще за курс безопасности, спросите вы? Погнали, сейчас все покажу. Так, ждем ребят и погнали стрелять в тир. Ну, подъезжают, да? Добрейшего утра. Ole, che tal, come va? Tenemos un turno con Flor. Это не зенитка, нет? Это корабельная. Корабельная. Блин, ну очень крутая штука. Первый раз возле такой пушки стою. Но я так понимаю, времен Второй мировой или попозже? Вот здесь есть. Тут и написано, да? Да. 1946. Класс. Погнали стрелять. Так, ну что, ребят, мы прибыли на наш тир, нашу зону, где мы будем стрелять. Вот уже идут подготовки. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Очень самому интересно, потому что я никогда в жизни не стрелял из пистолета и не был в профессиональном тире. Поэтому погнали. Del campo
que hagamos, vamos a apuntar hacia el fondo del campo. Si le quieres decir eso. Всегда целится в ту сторону, Угу. ни в коем случае Acérquense. приблизь. Bien, vamos a tirar con una pistola 9 milímetros. Es una Versa provista por la academia. Después los humos les voy a mostrar mi pistola para que tengan una comparación. Si no, la agarramos bien. Mientras que el dedo esté afuera y estemos apuntando a una zona segura, la podemos agarrar firme. Lo primero que vamos a hacer es buscar un retén de cargador. Es un botoncito que saca el cargador. Lo sacamos. Puede estar de este lado el retén, porque por ahí si sos zurdo, cambia el lugar del botón. No sé si le quieres explicar hasta ahí. Se entiende. ¿Entendiste? Понимаешь? Ты понял сейчас, да, что где Ну, кнопка она- Кнопка, где иногда слева, иногда справа. разная, для того, чтобы магазин... Para chequear eso, agarramos la pistola firme, agarramos la corredera y tiramos para atrás. ¿Sí? Esto es un chequeo que se llama mecánico y visual. Mecánico porque si tuviera una bala, cuando tiramos para atrás, la bala salta. Right hand, everyone. Right. Right, derecha, bien. La forma correcta de agarrar la pistola es este arco bien pegadito ahí. Ahí no, ahí sí. Bien pegadito. El dedo va afuera. La mano agarra bien por acá, esto bien pegadito. Este dedito queda para arriba, así. Sí. Y esta mano lo que hace es básicamente envolver todo el espacio vacío que quedó acá. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Ahí. Esa es la forma correcta. No así, ni así. No. Ahí. Like 50 cent. Like 50 No, cent. no. No like 50 cent. Okay. So when you hang the gun, not this, not this, not this. Near. Okay. Okay. Bien. Perfecto. Este. Sí, bien pegadito ahí. Este, ahí. Bien. Y esta un poquito más adelante. El dedo afuera, este dedo afuera. Снаружи. Okay. Esta mano un poquito más adelante. Эту руку чуть вперед. Suelta. Ahí. Видимо. И по центру. Y apuntarle el blanco este que está acá abajo, el cartón este que está acá, Cartón, al sí. medio. Центр. Perfecto. Perfecto. Apunta. Cuando estés listo, mete el dedo y dispara. Bien. Perfecto. Че, я не попал, что ли? Попал. ¿Sí? Попал. Вот, но только ниже надо. Окей. Bien. ¿Dónde apunto? ¿Quieres ver? ¿Sí? Просто посмотреть, куда я попал. Вот. Слушай, ну нормально, чё. Голову пробил. В другую надо было целиться, она говорила. Ну и Ну, без они разницы. рядом стоят. Окей. ¿Dónde apuntaste? ¿Dónde apunto particularmente? Not bad for first time. No, it's alright. Ese blanco tiene tres áreas puntuables: alfa, Charlie y delta. Charlie. Vos dices no, alfa. I chose Мне не Charlie. нравится. No, alfa. Альфа? Альфа и центр. Я хочу Чарли Charlie. центр. Дальше. Esto es alfa, Charlie y delta. Bien. Ahora después vamos a hacer un poquito más de... Ahora es como para sacarse la adrenalina del primer disparo y ahora vamos a ir corrigiendo. Подразделение на 5 идет сейчас этих оценок. Ты в 5 выстрелил, это высшее. Но 3 только идет. 3, 5 и 1. И 1, да. 1 крайний, 3 в центр, и 5 выстрелил. Она дальше поставит нам более, ну, десятку. Круто. Десятки это вот эти желтые вон там. Bien. Vamos. Trigger, slow. There, wait. Slow. Nice. It's lower. Adiós. Un poquito mejor. Try. There. Release. Okay, release. Release. You find it? Slow. Que salga el disparo. Bien, nice. Again.
Двигай Ahí va. концом пальца. Расслабься. Ну, целься все время. Don't do this with the hand. Leave it. Only accuracy, right? Se fue abajo. With your hand. So your gun is going like this. You have to Relax. 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 Just hold it, but don't. You stay near with me. I don't know how. He's very tense. Creo que sí lo entendí. Vamos. No es culpa del profesor allá. No. Vamos. Yo voy a traer la otra pistola ahora. Con eso vamos a pegar. Она Again. притащит, другой пистолет будет потом. Скажи, пускай несет пулемет. ¿Qué dice? Dice que traigas la ametralladora. Decirle que no haga fuerza con las manos. Не делай сильно, то есть не держи сильно, расслабься. Bien. This. Только- This. Pregúntale si están enrasados arriba. Только целься. Смотри, чтобы мушка была как раз посередине, точно посередине. ¿Está enrasado? Ah, bien, disparó solo. Bien. Ahí bajó. No está mal. Sí. Попал? Нет? Нет, Альфа. Альфа. Альфа, ну Alfa, поближе son к todos черному. alfa. Да. La pegada está bien, son todos alfa. Ну окей. Really nice. Все равно Now that, не попал. now that you are relaxed, you are... Боря, ты, я знаю, у тебя есть свой пистолет для самообороны, соответственно, да, чтобы никакие грабители не попали к тебе в дом, ничего не вынесли. Как ты получал лицензию? Расскажи вообще немножечко, как вообще в Аргентине получить лицензию на оружие. Ну, вначале ты приходишь вот в тир и спрашиваешь людей, где здесь можно достать инструктора, чтобы он тебе объяснил все нюансы пользования оружием. И ну вот ты пришел, он тебе объяснил сначала, вот как вам объясняли, да? Ну вот точно так же. То есть пару уроков таких берешь, потом, вот когда ты вот это все знаешь, приходишь еще третий урок, получается. То есть 3 урока должно быть. Ну не должно быть 3 урока, ты можешь один урок взять и на следующий урок прийти сдавать. Ну я взял 2 урока, пострелял, попробовал, и на третий урок сдал. Ну там как экзамен, он тебя спрашивает, как пользоваться оружием. То есть ты, например, должен говорить, что палец на спусковом крючке не должен держать, то есть ни на кого не направлять пистолет, всегда в сторону мишени направлять пистолет, понимаешь? Да, и вот это теоретический экзамен получается. И потом еще есть психологический тест, то есть ты идешь к психологу, здесь, кстати, есть. То есть ты можешь прямо здесь получить прямо какую-то все справочку, здесь, да? я все здесь делал, да. Вот пришел к психологу, он тебя спрашивает там пару вопросов, ну, обыкновенных, то есть смотрит, какой ты человек, не опасный, да? И... Ну, Ты не опасный человек? Ну, я очень хороший человек. Вот, ты сначала сдаешь 2, ну там, первое у тебя знакомство с оружием, потом сдаешь экзамен, потом идешь получаешь справку от психолога. Дальше что нужно сделать? Ну, все бумаги, то есть психолог тебе подписывает бумагу, инструктор подписывает другую бумагу, и ты с этими бумагами идешь тоже делать бумаги и дает тебе карточку на 10 лет. И прямо здесь получаешь вот эту карту. Все, то есть приехал в тир, потренировался, пострелял, получил от психолога разрешение и получил саму карточку. Это можно сделать, я думаю, там за неделю или даже меньше. Да, меньше. Да, вот видите. Пару дней и готов. Очень легко. Можно ли носить оружие с собой в Аргентине? Ну как, можно перевозить оружие, но ты должен, если ты перевозишь оружие, ты должен уметь сказать, зачем ты его носишь. То есть, например, я езжу на тир, да, например, я могу сказать, вот я ношу оружие, потому что я практикую, да, но если у тебя этого нет, тебя с этим поймали, тебя могут посадить.
Что еще? Когда ты носишь оружие, ты не можешь с собой носить. Ты должен всегда в коробке его держать, и раздельно пули должны быть от пистолета. Понимаешь? Да, очень интересно. Да, кстати, и еще хотел спросить, как вообще аргентинцы обезопашивают себя? Вот они дома, да, у них свой дом. Что они делают для того, чтобы не было ситуации, чтобы там грабители как-то проникли? Что обычно аргентинцы делают для безопасности своей? Ну, обычно ставят, конечно, в первую очередь всякие там Решетки на окна. решетки, но это без решеток невозможно вообще здесь жить. Ну тут в Аргентине нет, по-моему, зданий, где нет решеток, только если высотки какие-то, да? Высотки или приватные районы. Ага. То есть закрытые районы есть. Да, вот, кстати, расскажи про свой вообще, что ты поставил уже, кроме решеток, сигналки, что еще? Не, ну у меня все, у меня только решетка и сигналки еще нет. Собака у тебя еще? Собака функции охраны тоже выполняет. Собака, когда у тебя большой сбор, да, обязательно, потому что могут прыгать. И, конечно, оружие. Это последний рубеж, так сказать. Но у тебя весь комплект, получается, есть. Ну, у меня сигнализации еще нет, но я сейчас скоро буду. Еще камеры видеонаблюдения ставят люди. Только это не особо обезопасивает тебя, то есть это как сигнализация работает. Ну, это хотя бы будут какие-то пруфы, чтобы полиции предъявить, да, ну, там, если она приедет и преступник скрылся, ты можешь предъявить. Или ты его застрелил. Или, да, вот камера, я реально его застрелил. То есть, кстати, это тебя обезопашивает от тюрьмы, я так понимаю. Ну, от да. каких-то потому что ты не можешь просто так не можешь человека подстрелить. Ты должен доказать, что тебе угрожала, то есть твоя жизнь подвергалась опасности. В любом суде ты должен доказать свою невиновность в первую очередь, да, чем суд доказывает твою виновность. Вот в России так, то есть ты должен доказать, что ты не виновен. Ты не виновен. Да, ты должен доказать. Иначе ты виновен в априори, если тебя поймали. Если ты стреляешь в спину убегающему вору, то тебя могут посадить. Да, это везде так. Стражей порядка в Аргентине достаточное количество. Есть много разных подразделений, и у каждой провинции есть свое подразделение полиции. Например, есть полиция провинции Буэнос-Айрес, а есть полиция провинции Кордова. И каждое подразделение имеет власть только в своей провинции. Более высокое влияние имеет федеральная полиция PFA, и только она обладает юрисдикцией на всей территории страны. Конечно же, федеральная полиция занимается более крупными преступлениями, такими как террористические акты и наркоторговля, а полиция провинции расследует уголовные дела маленького масштаба. Насколько вы можете рассчитывать на помощь полиции? Скажем так, если у вас украдут телефон на улице, то полиция его искать не будет. Даже если вы будете отслеживать преступника через GPS на телефоне, при более серьезных преступлениях полиция среагирует, но в латиноамериканском стиле. Не факт, что быстро приедут и быстро начнут искать преступника. Но стоит отдать должное. Повышенное количество сотрудников полиции сильно сокращает количество краж в этом районе. В каждом городе постоянно происходит патрулирование улиц рядовыми полицейскими. Обычно это мужчина и девушка. Вот как думаете, почему? Напишите в комментариях свою версию. А я сейчас вам расскажу версию, которую я услышал от местной аргентинки. Я у нее как-то спросил об этом, и она сказала, что обычный дежурный патруль специально формируется из мужчины и женщин. Потому что если при задержании, допустим, подозреваемой женщины нужно сделать досмотр личных вещей, то это должна делать обязательно женщина. Ну а напарником ей должен быть мужчина, потому что мужчина просто гораздо сильнее и крупнее девушки. И поэтому для выполнения задач по задержанию подозреваемых мужской представитель этой профессии необходим. А вот интересный факт. Женщин полицейских в Аргентине становится с каждым годом все больше и больше. К примеру, в столице Буэнос-Айрес 40% полицейских составляют женщины. Вообще, разделений по полу в плане обязанностей у полицейских почти нет. Единственное отличие от мужчин состоит в том, что некоторые уличные офицеры женского пола используют более легкий 9-миллиметровый пистолет, так называемый Берса Тандер. Вот как раз из этого пистолета мы стреляли в тире. Друзья, если хотите больше уникального контента, которого никто не снимает, пишите темы в комментариях, обсудим и, возможно, сделаем ролик на эту тему. Все зависит от вашей активности, поэтому
Будьте активны, ребят, в комментариях. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте под этим видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!